Александр Рыбак, победитель Евровидения, общается очень просто. Каждому жмет руку и представляется. Очень приятно, Саша. Студенты теряют дар речи. Как вас зовут? Как? Марина. Мария. И? Катя. Конечно. Ну вот, приятно. Сейчас можно дальше. Хорошо. До встречи. Перед концертом звезду отправили на экскурсию в образовательный центр ЧТПЗ. Вот правда, зачем ему нужно знать, как обучают металлургов, непонятно. Поэтому кумир развлекался как мог. Например, спрашивал, сами ли студенты стирают белую униформу. И задавал много других каверзных вопросов. Это мы сейчас говорите, а для чего вот этот инструмент? Ой. Видите, пора учиться. А вам вообще-то нужно в этой комнате быть, да? Вы живете? Нет, пока что нет. Так. Катя Бессоновой. Но студенты были в восторге. Рыбака на всех хватило. Он раздавал и автографы, и объятия. Это очень волнительно. Да. Да и кое-что полезное для себя артист все-таки увидел. Здесь готовятся айпады, значит. Ладно, не будем смотреть. Вытачивается. Ага. Библиотека, коридоры, аудитории. В итоге его, как примерного ученика, посадили за парту. А вы на самом деле захотели стать металлургом сейчас? Нет, но я очень рад, что они есть в нашей жизни. При этом он все время сравнивал учебный центр с парком юрского периода. Оказалось, ему здесь немного страшно. Я вижу, что некоторые двери закрыты для нас, да? Это именно так, как в Jurassic Park. Если здесь электричество вдруг не будет работать, то вдруг все двери откроются, да, и там побегут все другие студенты на нас. По ходу экскурсии у певца возникало недоумение, зачем же его сюда привезли. Мол, приборов много, а трубу выплавить не дали, понажимать кнопочки тоже. Но зато финал экскурсии все спас. Александру таки дали поиграть в местный PlayStation. Так он назвал образовательный стенд. Смотри, Андрей, сейчас еще раз ловим. Похоже, он не на шутку увлек парня. Тот едва не пропустил выступление юной скрипачки. Это уже третий курс металлурга. Даже на скрипке, а потом уже на виолончели. Да. Только молодец. High-five. У тебя там играл в PlayStation? Или что там было? Ну, очень хорошо, молодец, очень хорошо. Посмотри, а у тебя скрипка была. Но девушка, кажется, ни чуточку не расстроилась, тем более Александр Рыбак расписался на ее скрипке. Я хотела, конечно, с ним еще некоторые вопросы задать, но он там увлекся игрой. Он же молодой и как бы смотрел много видео и знаю, что такой у него характер. Ну что, хороший молодой человек. А в конце буквально пару минут на вопросы прессы оказалось, что Александр почти не отдыхает. Я живу в чемодане, можно сказать, что у меня 15... В прошлом году у меня было 15 дней, если не 20 свободных. И даже там мне трудно было выспаться, мне сразу нужно было все вещи успеть сделать дома. Так что я чувствую, что я такой мировой человек, я везде живу. Да и сама его квартира напоминает чемодан. Он завидный жених, 28 лет, и у него 3 года нет серьезных отношений. Да и публике интересно, кто же он в конце концов, скандинав или белорус? Говорит, ему все-таки ближе Норвегия. Нужно целую жизнь, чтобы понять одну культуру и одну страну. Но я очень рад, что меня принимают как своего, тоже здесь, в славянских странах. Особенно в Беларуси, где я родился. Я очень рад, что у меня там много друзей, большая публика, и все меня поддерживают. Это для меня очень важно. Это важно для человека чувствовать, что у него есть identity. Я не знаю, как по-русски. Сейчас он проводит благотворительные фестивали для талантливой белорусской молодежи. С нашей талантливой молодежью в Первоуральске вы бы поработали? Ну, если директор музыкальной школы отсюда позвонит мне, то, конечно, будем работать с ним. С удовольствием. Можно напрямую вам позвонить? Ну, моему менеджеру, да. Так что можно попробовать позвонить. Может, и есть шанс, что Александр Рыбак в Первоуральск еще приедет. А вот будущим белым металлургам будут греть душу памятные фотографии с обаятельным артистом. Александр, сколько ты не купили слезать? Женя. Что? Так, ближе, чуть ниже, чтобы ничего не забивать. Так, внимание! Снять! Александра Поддубная, Владимир Махмутов, НТР ТВ.